Всем привет! Сегодня у нас какое ключевое эзотерическое событие тебя ждет? И в долгий ящик откладывать не будем, сразу зову всех в проживание арканов и в манифест. В манифесте вы научитесь и защиты ставить, и чистить, и все-все-все. А все, я заговорю, все, я уже сдался. И в проживании арканов вы научитесь всему. Вы перевернете свою жизнь, проработаете там все страхи, триггеры, все то, что мешает вам чего-либо добиться. Итак, давайте с вами начнем наш расклад. Единичка. Какое событие тебя магическое ждет? Ну, к встряске готовься по этим картам. Потому что у тебя скоро, как сказать, мужик придет, человек, который вот заставит тебя принять решение, которое ты годами откладывала. И вот этот мужчина, он, знаешь, будет старше тебя. Прям вот со стальным таким характером и вот прям четкой позицией по жизни. И он вот, знаешь, не тот, кто будет там церемониться с тобой, ждать, пока ты там в голове все по полочкам разложишь. Нет. Ты сейчас сидишь вот полной задницы с выбором. То ли налево пойти, то ли направо пойти, а может вообще на месте стоять. Ты вечно думаешь, ты вечно анализируешь, ты вечно взвешиваешь все за, против, да, нет и прочее, прочее, прочее. И вот этот дядька появится, который скажет: хватит тупить, решай прямо сейчас. И это будет не просто совет, это будет ультиматум. И самое интересное, человек этот придет к тебе через работу, через какие-то вот официальные дела. Или новый начальник, или вот клиент важный. Понимаешь? Но точно не друг и не любовник. Нет, сразу выкидывай это все из головы. Это будет деловая встреча, которая перевернет всю твою жизнь. И знаешь что? Он в тебе увидит то, что ты сама в себе не видишь. Твою силу, твои способности, твой потенциал огромный. Ты вот деда не слушаешь, я тебе из расклада в расклад говорю, у тебя охрененный потенциал. Но ты меня не слышишь, ты посмотрела, дальше убежала. И вот этот мужик заставит этим потенциалом воспользоваться. Больше никаких не будет «я подумаю, мне нужно время, я не знаю, смогу ли». Вот это все ты забудешь. Только четкие решения и конкретные действия. Почему это событие придет именно сейчас? Ну, знаешь, вся фишка в том, что ты наконец-то созрела до этого момента, понимаешь? Ты долго вынашивала свои планы, мечтала о переменах, строила вот эти розово-сопливые воздушные замки в голове. И вот сейчас у тебя есть все необходимое, чтобы эти мечты воплотить в жизнь по магу. Ресурсы есть, знания есть, возможности есть. Не хватало только пинка под зад. Прости меня за выражение. Ты стоишь на пороге очень важного этапа в жизни сейчас. У тебя на руках все козыри. Ты можешь кардинально изменить свою вот эту ситуацию, на новый уровень выйти, начать совсем другую историю. Только что ты делаешь? Ты у меня боишься сделать первый шаг. Вот Вселенная решила тебе помочь. Пришлет того, кто не даст тебе на месте сидеть. Понимаешь, сейчас такой период в твоей жизни, когда вот все звезды сошлись правильно. Энергии поддерживают любые начинания, двери сами открываются, люди готовы помочь. Но это окошко возможностей, оно будет не вечным. Надо успеть им воспользоваться. И вот этот человек, он появится именно для того, чтобы ты не проморгала свой шанс.
Но ты поняла, да, что я хотел сказать? Еще одна причина. Ты слишком стала, как сказать, прилипшей к своей зоне комфорта. И вот, знаешь, девочки, которые говорят: чтобы зайти в зону комфорта, нужно сначала в нее войти. У каждого зона комфорта, она своя. Вот, например, ты не хочешь ни хера делать. Так, это у нас не закрытый расклад, поэтому я культурно буду тебе все говорить. А закрытые расклады, кстати, зайди. Че ты сидишь как это? Все нормальные люди уже зашли в закрытые расклады. Это на уровне эзотерической библиотеки. Не хочешь проживать арканы, не проживай, жизнь твоя. Но в закрытые зайди. Там я матерюсь. Ну, ладно, давай серьезно, да? Потому что вот зона комфорта, она у каждого своя. У кого-то в говне, извини меня за выражение, сидеть, у кого-то там еще где-то. Вот все идет, и не буду ничего трогать, чтобы не расти, не упасть. И привыкла ты вот к стабильности, привыкла к этой предсказуемости, вязкой. Вот я, знаешь, когда жизнь течет, я не скажу, что я в белом пальто. Нет, ни в коем случае, потому что я тоже уже второй год, как говорится, почти из дома не выхожу. Но, но, давай мы с тобой вместе выйдем из этой вязкой субстанции, вот этой зоны комфорта. Вот знаешь, зона комфорта для меня представляется как вот мед. Вот сейчас я тебе объясню. Вот смотри, я смотрел какой-то мультик, не помню, давнишний, там была медовая река. Вот зайдешь в нее, да, ну там в мультике заходили, выходили, ничего с ним, ну мы же с тобой знаем, да, если в мед полностью погрузиться, то ты вся в этой липкой меде будешь. Так вот зону комфорта я представляю именно так. Только это не река, а болото с медом, то есть уже протухший мед, там где-то эти, как его называется, как его, этот плесень. И вот это зона комфорта. Медно, сладко, но уже, как сказать, прокисло. И знаешь, душа твоя, она роста требует. Она требует развития, она требует новых вызовов. Вот Вселенная, услышав твою душу, и притянет к тебе вот эту встряску в виде вот этого авторитетного мужика. Как событие это изменит твою жизнь? Ну, знаешь, оно разорвет все твои внутренние цепи и ограничения. Ты даже не представляешь, сколько у тебя в голове сидит всяких запретов, всяких страхов, всяких вот этих убеждений, типа вот «это не для меня, у меня не получится», что скажут люди, вся вот эта херня, которая годами тебя тормозила, она вылетит как пробка из бутылки. Ты тоже, да, опять поняла, что я хотел сказать? Сначала больно будет, страшненько будет. Ты поймешь, что ты всю жизнь жила не своей жизнью, а какой-то вот навязанной программой. Там обществом, родителями, подругами, все вот это все. Что ты даже боялась того, чего не стоило бояться. И ограничивала себя там, где можно было, как говорится, летать свободно. И вот этот период, он будет похож, знаешь, вот фильм «Матрица» смотрела? Если нет, то посмотри первую часть. Вот смотри, он там просыпается, вот у тебя будет как выход из этой матрицы. Реальность тебе покажется совсем другой. Твои мысли, они кардинально изменятся. То, что тебе казалось там невозможным, станет обычным делом. А то, что пугало до дрожи в твоих коленках, да, это превратится в интересный вызов. Ты начнешь масштабно думать, а не вот это узко «я пойду на работу, приду с работы и лягу спать». Вся жизнь. Здравствуйте, она прекрасна. Понимаешь? И начнешь планировать глобально, действовать решительно. И самое крутое, у тебя появится свобода внутри. Вот знаешь, когда ощущение душевной свободы. Ты перестанешь зависеть от вот этих
сейчас подберу слово. Говнюков от их мнения, от одобрения вот этих говнюков, от стереотипов общества. От всего ты перестанешь зависеть. Ты будешь делать только то, что считаешь ты правильным. И жить только так, как хочешь сам. Хочешь пироженку ешь, хочешь мороженку, хочешь с красным шариком гуляй. И да, готовься к тому, что некоторые люди, свое окружение тебя не поймут. Когда человек кардинально меняется, старые друзья, которым ты была удобна, они часто отваливаются. Но приходят новые, те, кто на твоей волне, и кто поддерживает твой рост и твое развитие, понимаешь? Поэтому давай, слушай деда и подписывайся на канал, чтобы меня не потерять. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечка. Двоечка, двоечка. Передо мной бумажка с вопросами, как всегда, чтобы я какой-то не забыл, не увлекся. И какое вот это ключевое эзотерическое событие тебя ждет? Ну, у тебя момент откровения, что ты даже вот сама охренеешь от того, что ты увидишь. Но фишка в том, что вот это прозрение придет через очень простую вот, как сказать, вот житейскую ситуацию. Будешь заниматься какой-то там банальной ерундой, то ли с деньгами разбираться, то ли работу менять, то ли вот, как сказать, перестановку дома делать, и оно придет. Посреди вот этой обычной возни у тебя, знаешь, как будто шторы в голове раздвинутся. Ты поймешь вещи, которые годами понять не могла. Если говорить басурманскими словами, да, не на кураптоновском языке, а басурманскими, то это инсайт называется. То есть ты увидишь связи между событиями, которые казались тебе случайными. Вся твоя жизнь, она сложится в одну большую картину, где каждая мелочь имеет смысл. И вот самое прикольное, что вот этот инсайт, да, оно же там озарение, это будет связано с деньгами и вот с материальными вещами. Ты поймешь, как энергия работает через деньги, как твои мысли влияют на твои доходы, как Вселенная через деньги с тобой разговаривает. И это будет не какая-то там абстрактная философия, да, а вот конкретные знания, которые ты сразу можешь применить. И вот твоя интуиция, да, там экстрасенсорные способности, они проснутся именно через работу с материей. Ты будешь чувствовать, какие решения тебе прибыль принесут, а какие, наоборот, убытки. Научишься ты, как сказать, энергию считывать предметов. Не только предметов, мест, людей, через их отношение к деньгам. Это вот как рентген души, понимаешь? Вот сразу видишь, кто чего стоит. Вот я не знаю, как объяснить, но ты меня поняла. Почему это событие именно сейчас придет? Ну, дело в том, что ты уже устала вот в своих фантазиях жить. Ты очень долго строила вот эти вот розово-сопливые замки, мечтала, как будет круто, когда вот все звезды сойдутся. А сейчас ты просто дошла до точки, где ты понимаешь, что хватит мечтать, пора делать. И вот эта вот внутренняя готовность, она и притянет к тебе нужное событие. Ты сейчас, знаешь, в состоянии, как сказать, полной нехватки сил. Ты устала от того, что все медленно идет, что результаты не те, что ты там запланировала. Ты хочешь уже конкретики, хочешь реальных изменений, а не вот этих вот, как сказать, обещаний, планов. И вот твоя жажда действия, она создает такое энергетическое поле, что Вселенная просто обязана откликнуться. И знаешь, еще одна причина, ты просто перестала бояться вот этой ответственности. Раньше ты что делала?
Хотела, чтобы кто-то другое решение принимал, а ты просто, вот как говорится, за ручку шла, плыла по течению. А теперь ты готова сама рулить процессом, брать на себя вот все риски и отвечать за последствия. То есть зрелой становишься, несмотря на то, что тебе 50, 60, 90 лет. Понимаешь? Эта зрелость, она открывает двери к новым знаниям. Понимаешь? Сейчас очень мощный период для тебя лично. Энергии, они поддерживают любые твои начинания, связанные там с саморазвитием, духовным ростом. Но эти энергии работают только с теми, кто действительно готов к переменам, а не просто выпучил глаза и расклады смотрит один за другим. А ты как раз готова действовать. Поэтому все случится именно вот сейчас. Не раньше, не позже. Как это все изменит твою жизнь? Ну, после этого ты станешь другим человеком. Вернется, знаешь, вот такая твоя детская способность мелочам радоваться. То есть видеть магию в обычных вещах. Но при этом приобретешь взрослую мудрость и понимание того, как устроен мир, как все работает, как вот эти все винтики и шпунтики работают. Ты будешь жить одновременно в двух реальностях, обычной и волшебной. То есть, вот смотри, твоя интуиция, она как часы будет работать. Ты будешь чувствовать людей прям вот насквозь, предвидеть события, знать ответы правильные, прям не думая. И это не какая-то там мистика или шизофрения, просто ты научишься слышать сигналы, которые всегда были рядом. Но ты их не замечал. И самое важное, изменится твое отношение к прошлому. Потому что у тебя сейчас как в голове? Я тогда ошибку совершила, я тогда неудачу схватила или как там. И все это превратится в ценный опыт, а не в ошибки и неудачи. Поймешь, что все в твоей жизни происходило именно так, как надо, чтобы привести тебя именно к этому моменту инсайта, твоего просветления. Понимаешь? По деньгам, ну, материально тоже кардинально все поменяется. То есть у тебя будет четкое понимание, как деньги зарабатывать, используя новые способности. Не обязательно ты там станешь какой-нибудь там целительницей, тарологом. Просто ты будешь применять знания свои эзотерические в обычной работе. И готовься к тому, что тебе потянутся люди за советами. Потому что твоя новая энергетика, она будет притягивать тех, кому нужна помощь. Но, конечно, будут и эти, как их, хейтеры. Потому что я тебе объясню, когда я на тенях делал расклад, одна женщина написала комментарий: «Ой, вам не надоело вот это все? Это все неправда, я вам не верю». А колода архетипы и тени. Я говорю, ну, ладно, у вас нет никакого там воспитания, у вас нет никаких знаний о психологии, но это же не Таро и не Оракул, этими колодами пользуются психотерапевты, психологи и так далее. И это архетипы по Карлу Юнгу. В общем, не верит женщина в существование Карла Юнга. Вот и все. Карл Густав Юнг. Всем обязательно читать про архетипы человека. Очень советую. Ну да, там картинок нет, но зато интересно. Так, подписывайся на канал, если ты еще не подписана. Обязательно оставь комментарий, и мы перейдем к третьему варианту. Троечка, 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 троечка. Какое событие тебя ждет магическое, а придется вставать на защиту своего мира внутреннего. Вот готовься к тому, что скоро на тебя ополчится целая банда энергетических вампиров и вот этих прохвостней, этих, как его, завистников, хейтеров.
Они почувствуют, что у тебя что-то изменилось, что ты стала сильнее, и попытаются тебя стащить обратно в болото в твое. Но, знаешь, самое интересное в процессе вот этой защиты, ты поймешь, что много лет жила не той жизнью. Все эти люди, ситуации, привычки, которые ты считала важными, они окажутся полным говном. Ты просто развернешься и уйдешь от всего вот этого без объяснений и сожалений. И это событие, оно связано с каким-то местом, которое ты считала своим домом, ну или убежищем. Это может быть работа, семья, круг друзей. Но там вдруг начнется такая грызня и подлость, что ты поймешь, что это не твоя тема, не твоя работа. Твоя душа вообще другого требует. Произойдет это через конфликт, даже не надо было говорить, который ты долго пыталась избежать. То есть кто-то вот из близких для тебя людей, он покажет свое истинное лицо. А ты просто наконец-то увидишь, кто есть кто. Кто говно, а кто молодец. Больненько будет, но освобождающе. И после этого ты станешь совсем другим человеком, более свободным, более вот независимым, более настоящим. Не знаю, как объяснить. Почему это сейчас произойдет? Ну, знаешь, все дело, знаешь, в том, что ты слишком долго играла вот в эту стабильность, у меня все нормально. Ты построила себе такую уютную клетку из предсказуемости, где вот каждый день он похож на предыдущий, как день сурка. Работаешь с одними и теми же людьми, живешь по одному и тому же расписанию, думаешь даже одними и теми же мыслями. Ты стала экспертом в своей маленькой области. Все тебя ценят, уважают, считают надежной. И вот эта самая надежность, она превратилась в тюрьму. Душа задыхается от вот этой скуки. Она хочет приключений, новых ощущений, но ты боишься все разрушить. И сейчас ты работаешь с людьми, которые вроде бы тебя и понимают, и поддерживают, но на самом деле они просто используют твою энергию для своих целей. Ты даешь им идеи, ты даешь им там силы, ты даешь свое время, а взамен получаешь только, знаешь, видимость принятия. Время пришло, потому что твоя душа, она созрела для большего. Ну, это уже мелко не твое. Душа твоя больше не хочет довольствоваться малым. Она не хочет быть частью чужих каких-то проектов. Она хочет создавать что-то свое, жить по своим правилам, быть хозяйкой своей судьбы. И если ты сама не решишься на перемены, жизнь их за тебя устроит. Как это все изменит твою жизнь? Ну, знаешь, после вот события вот этого ты станешь, другим человеком. У тебя способности откроются, которых ты даже не знаешь сейчас. Правду будешь видеть сквозь любую ложь, чувствовать насквозь всяких плохих людей, вещи знать, которых даже не изучал. Это будет, знаешь, как рентген. Сразу видишь, кто чего стоит. Знаешь, твоя интуиция, она как компьютер будет работать. То есть ты информацию любую отовсюду будешь получать. Через сны, через встречи случайные, через там знаки, которые раньше не замечала. И самое крутое, ты сразу поймешь, как эту информацию всю использовать для своего заработка. Появятся, конечно же, новые возможности, которые связаны с обучением или вот передачей знаний. Может, преподавать начнешь, может, консультировать, может, книгу писать. То есть через передачу знаний. Но это будет необычная работа, это будет как миссия. Ты поймешь, что у тебя есть дар людям помогать, в себе разбираться. По деньгам тоже все. Деньги приходить начнут из неожиданных источников. Не от тяжелой работы, от использования твоих собственных новых способностей. Ты научишься там видеть все, возможности, я имею в виду, где другие ни хера не видят.
И исчезнет у тебя еще страх перед будущим, потому что он у тебя сейчас, ой, какой огромный. Ты поймешь просто, что все в твоих руках, что ты можешь создавать любую реальность, которую захочешь. И вот это знание, оно даст тебе вот такую уверенность, что ты сама удивишься. И ты вот сама удивишься, как ты могла раньше жизни бояться. И начнешь жить на полную катушку. И всегда помнить, что дед всегда рядом.